Здравствуйте, мои дорогие! Сегодняшний таро-прогноз мы делаем для представителей знака Телец. И расклад, который вы сейчас увидите, это расклад на месяц август по 4 неделям месяца. Я раньше делала такой расклад в таком формате. Многим из вас он нравился, писали комментарии, говорили продолжать такие расклады, но у меня потом не хватило времени, и я просто в какой-то момент перестала их делать именно по неделям. То есть сделала просто общий расклад на месяц. Если вам такой формат расклада тоже нравится, можете писать, что вам такой вариант подходит, и я постараюсь, может быть, успевать также его выкладывать для вас. Итак, тельцы, давайте посмотрим. У нас сегодня есть таро оппозиций. Первая колода, которую вы здесь видите, и которую я перетасовала для вас. И также вторая колода таро Тота, которая, соответственно, сейчас у меня как раз перетасовывается. Пока я это делаю, я напоминаю вам, что вы можете подписаться на мой YouTube-канал. Кроме того, да, действительно, как я уже говорила, оставить сообщения, комментарии. Любая обратная связь с вашей стороны приветствуется. И также можете поделиться этим видео с кем-то из знакомых вам тельцов, если вы считаете, что расклад им подходит. Также, возможно, им будет это интересно. Итак, тельцы, месяц август. Посмотрим, что интересного происходит у вас. Итак. Первая неделя августа, вторая неделя августа, третья неделя августа и четвертая неделя августа. И тут же давайте посмотрим, что есть на этой колоде. У нас есть первая неделя рыцарь мечей, а затем принц кубков, колесо фортуны и карта Верховная Жрица. Итак, что здесь у нас есть по этим картам? Есть первая семерка жезлов, которая здесь в перевернутом положении, в принципе. И в прямом, да, она говорила бы о том, что вы готовы бороться за что-то, вы готовы отстаивать свои интересы, результаты. Да, и тут же рыцарь мечей этот есть, рыцарь мечей. Да, возможно, здесь речь как раз идет о том, что у вас могут быть какие-то конфликты, которые возникают здесь. Возможно, вы чувствуете, что вы потеряли контроль над ситуацией. Возможно, вы чувствуете, что вы сдаете позиции под натиском чьей-то агрессивной энергии, чьей-то критики, может быть, того хаоса, который происходит вокруг вас, какой-то неприятная, да, ситуация вокруг вас. Может быть, вы просто устали. И да, здесь может быть вот такая какая-то конфликтная ситуация. Может быть, в каком-то спорном вопросе вы как будто проигрываете или не можете отстоять свой проект. То есть приходится спорить, конфликтовать, в какой-то спешке что-то выполнять. И это может сулить какие-то ошибки, провалы. То есть нужно все-таки быть осторожнее. Ну и в отношениях, само собой, да, действительно, может быть, здесь и какое-то как конфликтное такое, опять-таки, состояние, когда вы пытаетесь защищать свои границы, попадаете в ситуации спор, ссор, разногласий, каких-то разговоров на повышенных тонах. Карта следующая на второй неделе у вас также перевернутый шут и карта принца кубков. И в принципе вот эти вот карты, которые здесь у вас есть, опять-таки шут перевернутый, то есть здесь он не в прямом положении, и если бы он был в прямом, говорил бы про какую-то открытость новому, про какие-то, знаете, такие новые горизонты, возможно, по этой карте. Но именно вот в таком положении, то есть в перевернутом положении, здесь, скорее всего, речь идет о том, что вы можете, вот знаете, как будто какие-то негативные проявлять моменты по этому шуту перевернутому, то есть какой-то инфантильный, такое вот инфантильное поведение или какие-то хаотичные порывы чувств, которые у вас могут быть, соответственно, какие-то незрелые поступки, которые вы можете совершать под влиянием эмоций, может быть, какие-то проявлять свои капризы или как будто детские обиды, может быть, какие-то включать резкие эмоциональные качели здесь на различные ситуации. Также можете столкнуться с тем, что кто-то как будто бы не сдержал слово или как сорвал договоренность.
И в любом случае это приводит к каким-то неудачным авантюрам или к хаосу в делах, когда нет четкого плана, когда есть чересчур легкомысленные отношения к обязанностям или, может быть, к каким-то финансовым рискам. То есть карта, ну, такая себе, да, с перевернутым шутом. Дальше идет королева кубков, но она перевернутая, она идет вместе с колесом фортуны. Королева кубков перевернутая. Королева кубков, она в целом тоже, знаете, такая, в данном случае, даже если учитывать, что она с колесом фортуны, а фортуна — это удача, это какие-то такие вот, казалось бы, очень оптимистичные вещи, но вместе с, знаете, с королевой кубков, которая перевернута, можно говорить о эмоциональной, опять-таки, нестабильности, о зависимости от переменчивого настроения, вот куда колесо крутится, да, такое настроение у вас, так оно и меняется. Могут быть какие-то неожиданные повороты судьбы, которые могут выводить вас из душевного равновесия. То есть здесь могут какие-то старые обиды или иллюзии вам мешать принимать новый жизненный цикл. И вот эта перевернутая карта королевы кубков, она показывает скрытые манипуляции, возможно, капризность, которую вы можете проявлять, или сильную уязвимость от чужого мнения, какая-то обидчивость, которую вы проявляете. Может быть, чересчур погружаетесь в негативные эмоции. И колесо фортуны, которое говорит о судьбоносных событиях, о неизбежных переменах, а показывает, что здесь у вас начинается новый поворот, на который повлиять сложно, но, по крайней мере, нужно постараться контролировать здесь свои эмоции, потому что эмоциональные качели, допустим, в отношениях, они здесь могут быть, или в работе, потеря контроля над ситуацией. В любом случае вам нужно бороться с пессимизмом и нужно постараться отпустить какие-то прошлые переживания перед лицом вот этих перемен. Дальше карта башня, причем карта башня, она здесь также идет в перевернутом положении. И карта башни, она тоже может, в принципе, разное значение в себе нести. Башня, она чаще всего, все ее как бы не очень любят, а в перевернутом положении она часто говорит о действительно каких-то сокрушительных событиях, которые здесь могут быть для вас и могут как-то сильно вас задеть, да, сильно на вас повлиять. Здесь может быть какая-то ситуация, где, может быть, даже с верховной жрицей, может быть ситуация, где что-то происходит не совсем ярко или вот очень внезапно, а происходит как будто бы затягивается какой-то кризис и есть скрытый распад. То есть не говорится напрямую о том, что что-то разваливается. И как будто бы вы пытаетесь уйти от неизбежного удара и пытаетесь сохранять опасную иллюзию, что ничего как будто не происходит. Да? Мол, не замечаю слона в комнате, хоть он перед вами стоит, да, вы на него стараетесь не смотреть. То есть здесь может быть какая-то ситуация, где вот что-то рухнет, допустим, но вы стараетесь здесь подавлять свои эмоции, и это может взрывать вас внутренне, эмоционально. И вы просто можете бояться каких-то перемен, поэтому стараетесь о них не думать или скрывать свои чувства, свое отношение к этим переменам. Может быть, в делах какие-то скрытые проблемы или крах планов, когда что-то хотелось, планировалось, но вы вслух как бы не говорите пока о том, что эти планы у вас разрушаются. Здесь вы стараетесь, возможно, прислушиваться к своей интуиции, но при этом игнорируете какие-то совершенно явные сигналы или знаки, которые вы получаете. Может быть, какое-то эмоциональное выгорание. Возможно, отказ принимать суровую реальность и такой уход ваш в себя. То есть здесь в данном случае вы как будто бы опять-таки противитесь вот этому переходному состоянию по этой башне. Давайте посмотрим, что еще здесь может быть у представителей знака Рак. Какие карты вам еще выпадут? Простите, тельцы, да? Я задумалась. Смотрю просто на эти карты. Итак, смотрим, что здесь есть еще у вас. Какая карта у вас выпадет в качестве совета? В качестве совета у вас карта здесь выпадает «Не сдавайтесь». То есть действительно нужно постараться
не сдаваться в какой-то для вас важной ситуации, да, тельцы, постараться не сдаваться, не опускать руки, возможно, в каком-то важном вопросе. Вот, возможно, вам здесь нужно отбросить сомнения и действовать, верить в лучшее по колесу фортуны, потому что вы как будто бы на правильном пути, и даже если какие-то изменения, разрушения здесь происходят, соответственно, вам не нужно по этому поводу чересчур сильно переживать, может быть, чересчур сильно зацикливаться на этих ситуациях. То есть постараться отбросить вот эти сомнения и верить в вашу фортунную удачу, что она выведет вас на правильный путь. Итак, дорогие мои, на этом сегодняшний таро-прогноз для вашего знака зодиака я завершаю. Я всем желаю всего самого хорошего. Берегите себя. До скорого.